Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал со сложным названием. Сегодня мы поговорим о модели Haval H6s. Это кроссовер популярного китайского бренда, относящийся к сегменту среднеразмерных. Впервые автомобиль был показан производителем Great Wall в 2011 году на автовыставке в Шанхае, после чего и был запущен производство. До 2015 года автомобиль был известен под именем Great Wall Hover H6, и лишь после создания отдельного бренда в структуре предприятия, специализирующегося на выпуске кроссоверов, получил свое нынешнее наименование H6 и H6s. На российском рынке паркетник был представлен в первом поколении и продавался в период с 2014 по 2020 годы. Затем производитель объявил о смене поколений, и уже в ближайшей перспективе вторая генерация Haval H6 должна была поступить в продажу. О ней и пойдет речь в нашем обзоре. Стоит отметить, что смена поколений пошла на пользу H6 и H6s. Китайская модель получила новый кузов и обновленные комплектации. Если говорить о дизайне кроссовера, то здесь как в плане его экстерьера, так и во внутреннем убранстве изменений масса. Если внешность предыдущей версии большинство экспертов считало основным недостатком, называя ее чрезмерно классической, то после обновления экстерьер получился стильным и современным. В передней части автомобиля оснастили крупной U-образной решеткой радиатора и обновленными фарами. В бампере, помимо стандартного разреза воздухозаборника, появились крупные боковые разрезы для дополнительного поступления воздуха к тормозным дискам. А вот боковая и задняя часть кузова имеет все тот же классический дизайн. Нужно сказать, что даже задние фонари производитель не стал объединять в единый блок. Салон паркетника в плане своего стиля выглядит еще более интересно и современно. Все материалы, задействованные при отделке, имеют высокое качество, а передняя панель кроссовера развернута в сторону водителя в стиле немецких моделей BMW. Подобное решение позволяет с легкостью получить доступ к управлению всем функционалом H6s. Консоль автомобиля визуально является одним целым с туннелем, в результате чего четкого перехода между этими элементами интерьера не наблюдается. Рулевое колесо имеет классическое исполнение и позволяет получить доступ к различным функциям автомобиля благодаря выносу клавиш на боковые спицы. Приборная панель может иметь аналоговое либо цифровое исполнение, в зависимости от комплектации. Что касается габаритов, то они позволяют отнести кроссовер даже не к среднеразмерным, а компактным автомобилям. Длина кузова составляет 4615 мм, ширина достигает 1860 мм, а высота насчитывает 1720 мм. Межосевое расстояние кроссовера остановилось на отметке в 2680 мм, клиренс 182 мм, а масса кузова варьируется в промежутке от 1675 до 1720 кг. Объем топливного бака позволяет залить 58 литров горючего. Багажный отсек может вместить от 347 до 1296 литров баклажи. В зависимости от комплектации авто оснащается 18 и даже 19-дюймовыми дисками, шинами размерностью 235 на 60 и 235 на 55. Обновленный H6s построили на иной платформе, благодаря чему автомобиль получил еще более надежную и современную ходовую часть. Так, спереди кроссовер оснащен независимой подвеской, базирующейся на стойках Макферсон. Сзади установлена независимая конструкция на основе двойных поперечных рычагов. Тормозная система базируется на дисковых механизмах и дополняется электронным стояночным тормозом. Для улучшения процесса управления его оснастили электрическим усилителем. Кроссоверу доступны два силовых агрегата. Большая часть модификации комплектуется 4-цилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра. Данный мотор способен развивать мощность 169 лошадиных сил, выдавая 285 Нм максимального крутящего момента. Более дорогие версии кроссовера будут оснащаться 2-литровой установкой, эффективность которой насчитывает до 228 лошадей, а максимально крутящий достигает 385 ньютонов. Привод для всех вариаций полагается исключительно передний, а в качестве трансмиссии выступает робот на 7 скоростей.
Он устанавливается на все типы комплектаций, кроме самой бюджетной, где производитель предусмотрел механическую 6-скоростную КПП. В плане расхода топлива версия с роботизированной трансмиссией потребляет в среднем 7 литров горючки на 100 км пути, а паркетники с механикой кушают 6,8 литра. О динамике обновленной версии пока ничего не сообщается. Однако, если учесть, что автомобиль будет оснащаться все тем же 1,5 или 2-литровым турбомотором, то можно предположить, что его динамические возможности окажутся не хуже предшественника. Для предыдущего поколения разгон до 100 занимал 8,5 секунд, а максимальная скорость достигала 190 км в час. Купить новый A6S максимальной комплектации можно будет начиная с $15 400. Две промежуточные версии оцениваются в $18 100, $20 130 и $21 300. Топовая модификация обойдется автолюбителям $21 500 или $22 тысячи, в зависимости от конечных технических характеристик. На этом все. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь. До скорого.